Здравствуйте, мои дорогие любители вязания! ВКонтакте есть замечательная группа «Вязание со схемами». Ссылочку на нее смотрите под видео. Там я увидела вот такую интересную кофточку, которая мне очень понравилась, и я сделала репост этого материала уже в нашу группу «Магия вязания». Но наша подписчица Ирина Грунина попросила связать хотя бы кусочек этого узора, потому что схема была очень нечеткая, но действительно схема оставляет желать лучшего. Я тут уже сделала для себя удобные мне поправочки, чтобы было видно. Качество, конечно, схемы не очень. Я не скажу, что это трудная схема, но и не скажу, что она совсем уже легкая. Кофточка вяжется вот таким узором по 3 схемам. Вот первая схема с 1 по 30 ряд, вот вторая схема с 1 по 26 ряд, или далее продолжать, если с 31 по 56 ряд. И по 3 схеме уже вяжется до конца изделия, до горловины. И еще предлагается в описании, если большой размер, если вам нужно длинную, допустим, вещь связать, то первый раппорт, схема первой схемы, можно связать 1, 2, 3 или 4 раза. Вот эту часть связать можно несколько раз. Вторая часть вяжется по второй схеме, и она вяжется 1 раз. Вот отсюда, вот она служит переходом вот от первой схемы к 3 схеме. Она вяжется 1 раз и вот уже переходит в косички 3 схемы, которая совсем уже простая, и вяжется уже до конца изделия. Давайте я покажу вам, как вяжется этот узор. Узор очень красивый, узор не избитый, оригинальный узор. Еще раз покажу схему. Раппорт узора составляет 22 петли плюс 5 петель для симметрии узора в конце раппорта. Здесь на схеме показано 2 раппорта. Я здесь вязала на образце, у меня 3 раппорта связаны. Мы с вами свяжем 1 раппорт, набираем 22 петли плюс 5 петель для симметрии и плюс 2 кромочные. Это будет 29 петель. Еще нам понадобится крючок. Итак, набрали 29 петель и вяжем первый ряд. О том, что первую кромочную снимаем и последнюю кромочную мы провязываем изнаночной, я каждый раз говорить не буду. Я буду говорить только петли раппорта. Провязываем 5 изнаночных. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее 6 изнаночных. Снова 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки. Далее провязываем лицевую скрещенную. Подхватываем лицевую петлю за заднюю стенку и вот так вот ее разворачиваем. Лицевая скрещенная, изнаночная петля. Еще раз, не так вот лицевая, как бы мы сейчас ее провязали, а развернуть ее надо. Лицевая скрещенная, изнаночная петля. И еще раз лицевая скрещенная, изнаночная. Далее делаем накид. Провязываем изнаночные петли до конца ряда, их будет 6. Второй и все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся по схеме. Провязываем 8 лицевых, изнаночную скрещенную. Не так вот, как мы изнаночную мы сейчас провязали, а точно так же подхватываем ее сзади. И вот она у нас получается вот провязанная изнаночной скрещенной.
лицевая петля, снова изнаночная скрещенная за заднюю стеночку, лицевая петля и еще раз изнаночная скрещенная. Дальше у нас будет изнаночная петля, 6 лицевых, одна изнаночная и 6 лицевых до конца ряда. Вяжем третий лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки. Вот смотрите, первая петля у нас хорошо лежит, удобно провязать ее за задние стенки, а вторая петля изнаночная, ее надо бы вот так вот и развернуть. Я сразу это делаю, не разворачивая, не снимая первой петли, провязать 2 петли вместе лицевой за задние стенки. Вот так вот сразу за первой я разворачиваю вторую петлю, и получается, что мы вторую тоже провязываем за заднюю стеночку. 2 вместе лицевой за задние стенки провязали. Далее будет изнаночная петля, еще раз изнаночная петля, и вот на этой изнаночной петле мы сейчас будем вывязывать шишечку. В условных обозначениях к этому узору шишечка вывязывается спицами, но после того, как я начала вязать японские узоры и познакомилась с японскими шишечками, я по-другому даже не представляю, как вязать шишечки, настолько мне нравится, как это делают японцы. Берем крючок, вводим его в эту петлю и вытягиваем воздушную петлю. Снимаем петлю со спицы, вторую воздушную петлю и третью воздушную петлю. Далее делаем накид и в эту же петлю основания вытягиваем петлю. Один раз так сделали, накид и снова вытягиваем петлю. Второй раз так сделали и накид и снова вытягиваем петлю. Третий раз. У нас на крючке 7 петель. Через эти 7 петель мы протягиваем рабочую нить. Вытягиваем воздушную петлю. Она что-то зацепилась. И закрепляем ее еще воздушной петлей. Теперь нам опускаем крючок, вводим крючок в петлю на ряд ниже. Не сюда, откуда мы вывязывали все эти петли, а на ряд ниже, то есть вот сюда, вот сюда. Вытягиваем петлю и протягиваем ее через нашу петельку на шишечке. Все, мы закрепили. Возвращаем эту петлю на правую спицу. И у нас получается вот такая шишечка, которая очень хорошо закреплена. И она не назад, как вот бывает, шишечки назад выворачиваются, она назад уже не вывернется, она всегда будет на лицевой стороне. Я это так долго объяснила, но это очень быстро делается, поверьте, вы убедитесь в этом, когда будете вязать. Просто хочется, чтобы все поняли, чтобы все разобрались. Далее вяжем 2 изнаночных. Снова 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, разворачиваем петельку, изнаночная петля, делаем накид и 7 изнаночных до конца ряда. Вяжем 4-й изнаночный ряд, 9 лицевых, накиды здесь провязываем лицевыми, 9. Далее будет изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная петля, 5 лицевых. Шишечку, петлю от шишечки провязываем лицевой.
Далее будет 1 изнаночная и 7 лицевых до конца ряда. Вяжем 5 лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, провязываем лицевую скрещенную. Вот так вот. Вот если мы ее подхватим, она, видите, у нас тут изнаночная лежит, мы ее подхватим, и она у нас получилась скрещенной петлей. Лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 4 изнаночных, снова 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, делаем накид и 8 изнаночных до конца ряда. Шестой изнаночный ряд, провязываем 10 лицевых, далее изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная и 6 лицевых до конца ряда. Седьмой лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 изнаночных, снова 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид и 9 изнаночных до конца ряда. Вяжем 8 лицевой ряд, 11 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная петля, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная и 7 лицевых до конца ряда. Вяжем 9 лицевой ряд, провязываем 5 изнаночных, делаем накид, провязываем лицевую скрещенную, далее изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая скрещенная, изнаночная, накид, 3 изнаночных. И на следующей петле, вот на этой изнаночной петле, мы вывязываем шишечку. Воздушная петля, 2, 3, накид, вытягиваем петлю 1 раз, 2 раза, 3 раза и протягиваем нить через все петли, закрепляем воздушной петлей, опускаемся в петлю на ряд ниже и закрепляемся еще раз уже окончательно. Переносим петлю на правую спицу, все хорошенько подтягиваем. Все, и 6 изнаночных до конца ряда. Вот, мы уже провязали 2 шишечки. Смотрите, какие они выпуклые, кругленькие, аккуратные. Симпатичные такие шишечки получаются.
10 изнаночный ряд, провязываем 12 лицевых. Изнаночная скрещенная, изнаночная петля, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 6 лицевых до конца ряда. Вяжем 11 лицевой ряд, провязываем 5 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Далее 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная, снова 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная. Делаем накид и 11 изнаночных петель до конца ряда. Двенадцатый изнаночный ряд, провязываем 13 лицевых. Далее будет 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 7 лицевых до конца ряда. 13 лицевой ряд, провязываем 5 изнаночных, делаем накид, провязываем лицевую скрещенную. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки 1 раз и 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки 2 раз. Далее будет накид, 3 изнаночных. И на следующей петле мы снова вывязываем шишечку. Все, подтянули петли и 8 изнаночных до конца ряда. Вот мы провязали 13 рядов. Вот как у нас уже получается. И с изнанки вот так получается. Вяжем 14 изнаночный ряд, 13 лицевых. Далее 2 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная и 6 лицевых, я извиняюсь, до конца ряда. 15 лицевой ряд, провязываем 5 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, далее лицевая скрещенная, изнаночная, 1 раз так провязали, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 раз, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 раз. Далее будет 2 вместе лицевой, провязываем за задние стенки, 6 изнаночных, и теперь 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки,
Делаем накид и 5 изнаночных до конца ряда. Вяжем 16 изнаночный ряд, 6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 1 раз, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 2 раз, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 3 раз и 7 лицевых до конца ряда. Семнадцатый лицевой ряд, 6 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, 1 раз, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 раз, лицевая скрещенная. Далее 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому я предварительно разворачиваю петельки, когда провязываю вместе лицевой за передние стенки. Тогда получается, они ложатся ровнее, красивее смотрятся и удобнее подхватывать. Так, 2 вместе за передние стенки провязали, 2 изнаночных и снова вывязываем шишечку. 2-я, 3-я воздушная петля, накид, петля, 1, 2, 3, протягиваем нитку, закрепляем воздушной петлей и в петлю на ряд ниже протягиваем воздушную петлю. Все. Далее шишечки я буду показывать в убыстренном режиме. Вы уже поняли, как их вязать. А мы не будем видео затягивать. Так, это мы провязали шишечку. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, накид, 5 изнаночных. Вяжем 18 изнаночный ряд, 7 лицевых, 1 изнаночная, 5 лицевых, 1 изнаночная, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 8 лицевых до конца ряда. Девятнадцатый лицевой ряд, провязываем 7 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки, 4 изнаночных и снова 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, провязываем лицевую скрещенную, делаем накид и 5 изнаночных до конца ряда. Двадцатый ряд, 6 лицевых, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная скрещенная и 9 лицевых до конца ряда. Вяжем 21 лицевой ряд, 8 изнаночных,
Делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее 2 вместе провязываем лицевой за передней стенки. 3 изнаночных. И снова 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, накид и 5 изнаночных до конца ряда. 22 изнаночный ряд провязываем 7 лицевых. Вяжем 23 лицевой ряд, 9 изнаночных. Делаем накид, изнаночная петля. Далее лицевая скрещенная, изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. 2 изнаночных. И снова 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. Изнаночная, лицевая скрещенная. Накид и 5 изнаночных до конца ряда. Вяжем 24 изнаночный ряд, 6 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная петля, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная и 11 лицевых до конца ряда. Двадцать пятый лицевой ряд, 6 изнаночных, вывязываем шишечку на следующей петле. Далее 3 изнаночных. Делаем накид, изнаночная петля. Далее будет лицевая скрещенная. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. 1 изнаночная и снова 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная. Снова изнаночная петля, лицевая скрещенная. Изнаночная петля, накид и 5 изнаночных до конца ряда. 26 изнаночный ряд, 7 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, изнаночная скрещенная и 12 лицевых до конца ряда. 27 лицевой ряд, 11 изнаночных. Делаем накид, изнаночная петля. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. И еще раз 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. Делаем накид и 5 изнаночных до конца ряда. 28 изнаночный ряд, провязываем 6 лицевых,
изнаночная скрещенная, лицевая 1 раз, изнаночная скрещенная, лицевая 2 раз, изнаночная скрещенная, лицевая 3 раз, 2 изнаночных и 13 лицевых до конца ряда. Двадцать девятый лицевой ряд, провязываем 8 изнаночных, вывязываем шишечку на следующей петле. Далее 3 изнаночных, делаем накид и 3 вместе провязываем лицевой за передние стенки. Также разворачиваем петельки и 3 петли провязываем вместе лицевой. Далее будет изнаночная, лицевая скрещенная 1 раз, изнаночная, лицевая скрещенная 2 раз, изнаночная, лицевая скрещенная 3 раз, изнаночная петля, накид и 5 изнаночных в конце ряда, до конца ряда. 30 это последний ряд раппорта первой схемы. Это изнаночный ряд. Вяжем 7 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая 1 раз, изнаночная скрещенная, лицевая 2 раз, изнаночная скрещенная, лицевая 3 раз. Далее 1 изнаночная и 13 лицевых до конца ряда. Мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту по первой схеме. Вот это мы с вами провязали. Не забываем, что раппорт составляет 22 петли, а 5 петель в конце, вот эти 5 изнаночные, это у нас петли для симметрии узора. Как я уже говорила, если вам нужно изделие длинное, большого размера, то вот этот раппорт в высоту по первой схеме нужно повторить нужное количество раз. 2, 3, 4 раза. И далее мы сейчас будем с вами вязать по второй схеме. Свяжем 1 раппорт. Он составляет 26 рядов. И по этой схеме он дальше идет как 31 ряд. Ну, как я говорила, если у вас уже будет таких несколько раппортов связано, то, естественно, это будет уже не 31 ряд, а просто первый ряд раппорта по второй схеме. Ну, как мне удобнее сейчас будет говорить 31 ряд, потому что тут так написано, чтобы мне уже не путаться, я так и буду. Итак, мы вяжем узор уже по второй схеме. Это будет 31 ряд или первый, как вам удобно. Значит, это будет лицевой ряд, 5 изнаночных. Делаем накид. И нам нужно 2 вместе провязать лицевой за задние стенки. Изнаночные петли неудобно для этого лежат, я их тоже развернула. 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее 6 изнаночных. И еще раз 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее будет лицевая скрещенная, изнаночная. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, накид и 6 изнаночных до конца ряда. Тридцать второй или второй изнаночный ряд. Вяжем 8 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая 1 раз, изнаночная скрещенная, лицевая 2 раз, изнаночная скрещенная.
Дальше будет изнаночная петля, 6 лицевых, одна изнаночная и 6 лицевых до конца ряда. Вяжем 33 или 3 лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, 2 изнаночных, вывязываем еще одну шишечку. Так, после шишечки 2 изнаночных, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, 1 изнаночная, накид и 7 изнаночных до конца ряда. Вяжем 34 или 4 изнаночный ряд по второй схеме. У нас будет 9 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 1 изнаночная, 5 лицевых, одна изнаночная и до конца ряда 7 лицевых. 35 или 5 лицевой ряд, провязываем 5 изнаночных, делаем накид, провязываем лицевую скрещенную. Далее будет 1 изнаночная, 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки, 4 изнаночных, снова 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид и 8 изнаночных до конца ряда. 36 изнаночный ряд или 6, как вам будет удобнее. Это будет у нас 10 лицевых. Далее будет изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная и 6 лицевых до конца ряда. 37 или 7 лицевой ряд, 5 изнаночных, накид, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 изнаночных, снова 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид и 9 изнаночных до конца ряда. Тридцать 8 или 8 изнаночный ряд по второй схеме. Вяжем 11 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая петля, изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная, 7 лицевых. 39 лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная,
2 вместе лицевой за задние стенки, 2 изнаночных и снова 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее будет лицевая скрещенная, изнаночная, накид, 3 изнаночных. И вывязываем очередную шишечку. Далее будет 6 изнаночных до конца ряда. Сороковой или 10-й ряд. По второй схеме провязываем 12 лицевых, изнаночная скрещенная, изнаночная петля, 2 лицевых, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 6 лицевых до конца ряда. Вяжем 41 или 11 ряд, 5 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, далее лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная и снова 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная, накид и 11 изнаночных до конца ряда. Сорок второй или 12 изнаночный ряд провязываем 13 лицевых, одна изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, еще раз 1 лицевая, изнаночная скрещенная и 7 лицевых до конца ряда. Вяжем 43 или 13 лицевой ряд, 5 изнаночных, делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная 1 раз, лицевая скрещенная, изнаночная 2 раз, лицевая скрещенная, изнаночная 3 раз. Далее 2 вместе лицевой за задние стенки и еще раз, так, минуточку, маленький косячок, и еще раз 2 вместе лицевой за задние стенки, делаем накид, 3 изнаночных и еще раз вывязываем шишечку. Так, и после шишечки 8 изнаночных до конца ряда. 13. 44 или 14 изнаночный ряд провязываем 13 лицевых, две изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная и 6 лицевых до конца ряда. 45 или 15 лицевой ряд провязываем 5 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная 1 раз, лицевая скрещенная, изнаночная 2 раз,
лицевая, скрещенная, изнаночная, третий раз. Далее 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки. И 13 изнаночных до конца ряда. Вяжем 46 или 16 изнаночный ряд, провязываем 13 лицевых, одна изнаночная, одна лицевая, изнаночная скрещенная, один раз лицевая, изнаночная скрещенная, второй раз лицевая, изнаночная скрещенная, третий раз и 7 лицевых до конца ряда. 47 или 17 лицевой ряд, провязываем 6 изнаночных, делаем накид, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная. Далее 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки с наклоном вправо, 2 изнаночных и вывязываем еще одну шишечку. После шишечки 10 изнаночных. Сорок 8 или 18 изнаночный ряд, провязываем 13 лицевых, одна изнаночная, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 8 лицевых до конца ряда. Мы провязали вот 48 рядов от начала вязания. Вот как должно получиться. Ну, согласитесь, что не так уже это и трудно. Конечно, вот внимательность. Ну, как красиво получается. Вяжем 49 или 19 лицевой ряд, 7 изнаночных. Делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо и 13 изнаночных до конца ряда. Вяжем 50 или 20 ряд по второй схеме. Провязываем 13 лицевых, одна изнаночная, одна лицевая, изнаночная скрещенная, одна лицевая, изнаночная скрещенная и 9 лицевых до конца ряда. Пятьдесят первый или 21 лицевой ряд, 8 изнаночных. Делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки и 13 изнаночных до конца ряда.
52 или 22 изнаночный ряд. Провязываем 13 лицевых, одна изнаночная, изнаночная скрещенная, одна лицевая, изнаночная скрещенная и 10 лицевых до конца ряда. Провязываем 53 или 23 ряд по второй схеме. Это лицевой ряд, провязываем 9 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки и 13 изнаночных до конца ряда. Вяжем 54 или 24 ряд. Это ряд изнаночный. Провязываем 13 лицевых. Одна изнаночная, одна лицевая, изнаночная скрещенная и 11 лицевых до конца ряда. Вяжем 55 или 25 лицевой ряд. Провязываем 10 изнаночных. Делаем накид, изнаночная петля, лицевая скрещенная, 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки и 13 изнаночных до конца ряда. Сейчас мы будем вязать 56 или 26 ряд, последний ряд раппорта второй схемы. И вот здесь вот ошибка. Здесь у нас на схеме нарисован был накид. Его нужно провязать лицевой скрещенной. Если будет накид, то у нас прибавится одна петля, потому что в этом ряду у нас нигде нету 2 вместе провязанных петель. И на одну петлю прибавится, что неправильно, чего быть не должно. Вот здесь вот заключается ошибочка. Я исправление занесу в схему и ссылку на схему поставлю под видео. Схема будет выставлена в нашей группе ВКонтакте. Итак, вяжем 56 или 26 ряд. Это изнаночный ряд. Провязываем 13 лицевых. Далее будет одна изнаночная, изнаночная скрещенная, одна лицевая. И вот этот накид, про который я говорила, от предыдущего ряда, мы провязываем лицевой скрещенной. И далее будет 10 лицевых до конца ряда. Вот мы закончили вязать узор по 2 схемам. Вот он заворачивается, так его хочется показать. Ну, если вы вяжете вместе со мной, вы прекрасно видите, как хорошо получается. Так, теперь нам нужно вязать по 3 схеме. По 3 схеме мы вяжем, тут вот показан раппорт, 4 ряда в высоту, повторяется. Ну и шишечки, тут уже можно по схеме делать шишечки, можно уже как вам будет угодно. Вот мы сейчас будем вязать 57 ряд, это по этой вот схеме, или это будет первый ряд в 3 схеме. Провязываем 3 изнаночных, вывязываем шишечку,
Хорошо подтягиваем 8 изнаночных. Теперь провязываем следующим образом. Одну петлю, вот у нас 2 петли перед нами. Одну петлю оставляем на вспомогательной спице за работой, провязываем лицевую петлю, делаем накид и провязываем лицевую петлю со вспомогательной спицы. Далее вяжем 9 изнаночных. И снова вывязываем шишечку. И до конца ряда 3 изнаночных. 58 изнаночный ряд или второй ряд по третьей схеме. Провязываем 13 лицевых. Три изнаночных и 12 лицевых до конца ряда. В 59 или третий ряд в третьей схеме мы вяжем петли по рисунку. Изнаночные мы вяжем изнаночные, изнаночными лицевые мы вяжем лицевыми. 60 или 4 изнаночный ряд мы тоже петли вяжем по рисунку. 61 или 5 ряд в третьей схеме мы вяжем так: 12 изнаночных, вот 3 лицевые петли, 2 оставляем на вспомогательной спице за работой, провязываем лицевую петлю, делаем накид и 2 вместе провязываем лицевой. Далее до конца ряда у нас будет 13 изнаночных. Мы провязали один раппорт в высоту третьей схеме. И третья схема состоит из повторяющихся этих раппортов с 58 по 61 ряд. Только вот шишечки нужно смотреть, где располагать шишечки. Вот такой рисунок мы научились с вами вязать, который вяжется по 3 схемам. Вот такая у нас получается красота. Как всегда, в образце у меня ниточки потолще. Смотрится очень красиво, как и из тонких ниток. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Тут я сама немножко подзапуталась. Я не люблю, когда в схеме ошибки, и которые сразу не можешь понять. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!